Этот видеоролик поможет тебе открыть брокерский счет в американском брокере Interactive Brokers. Мы находимся сейчас на сайте Interactive Brokers. Официальный сайт, на котором нужно регистрироваться, выглядит именно вот таким образом. Ссылку я оставлю в описании под этим видеороликом. Мы переходим в раздел «Открыть счет». Сайт полностью переведен на русский язык, поэтому проблем у вас возникнуть не должно, особенно на этапе заполнения заявки. Нажимаем «Заполнить заявку». Нам нужно заполнить все поля, которые предлагаются. Это почта, имя пользователя, пароль. Ну, все в принципе стандартно. Выбираем страну свою, если у вас не выбрана автоматически Россия, то выбираем ее. Россия. Адрес электронной почты. От себя могу порекомендовать, что лучше сюда забить адрес почты на Gmail, потому что вам быстро придет сообщение. Я когда пробовал оформить на Mail.ru, у меня просто сообщения от брокера не доходили. Далее вы нажимаете кнопку «Создать счет». Впоследствии вы увидите на своей почте письмо с подтверждением вашего аккаунта. Нажимаем «Подтвердить счет». Переходим на сайт, уже который нам предложит войти, введя все свои данные. Нажимаем «Логин». Так, мы вошли в аккаунт, теперь нам нужно продолжить заполнение заявки на открытие брокерского счета. Мы выбираем частное лицо, вот этот раздел, выбираем регион, у меня это будет Санкт-Петербург, язык ввода данных, ну выберем русский, начнем заполнение заявки. Так, переходим далее, и здесь нам необходимо внести свои данные. Я пишу Дмитрий. Второе имя, либо отчество Григорьевич, пускай будет, до пенсии. Обращение, насколько я понимаю, это выбирать не обязательно, но если вы мужского пола, соответственно, выбираете мистер, если женского, то мисс или миссис. Так, я выбираю мистер. Далее брокер нам предложит указать наше имя, фамилию на английском языке. Здесь я могу порекомендовать вам указать все точно так же, как у вас в загранпаспорте. Это, пожалуй, самое точное воспроизведение вашего имени на английском языке. Я сделал так, все сработало, никаких проблем. То есть, давайте продемонстрирую. Дмитрий. Middle нету. Вот так получается. Middle name я не ввожу. Далее вводим адрес уже на русском языке. Здесь не нужно продолжать на английском. Это только вот эта секция небольшая. Мы выбирали предварительно, что будем вводить все на русском. Так и продолжаем это делать. Далее я вбиваю свою улицу. Ленина. 55. Квартира 56, этаж, я думаю, можно не указывать. Далее выбираем город, Санкт-Петербург, штат Санкт-Петербург, почтовый индекс 194 379. Если вы имеете другой почтовый адрес, который отличается от места вашего проживания, то выбирайте его, и вот тут всплывает дополнительное окошко, где нужно будет указать отдельно почтовый адрес. Также брокер предлагает вам ввести данные, если вы были рождены не в России, тоже указать это. Далее выбираем номер телефона 967 ла-ла-ла. Личная информация 987 12 10. Семейное положение указываем, все так как есть, не нужно юлить, если в разводе, то в разводе. Количество иждивенцев, если нет, то ставим 0. И ИНН. Далее нам нужно указать ИНН. Если вы не знаете свой ИНН, можно воспользоваться любым удобным сервисом для того, чтобы это проверить. Так вбиваете в строку поиска «Узнать ИНН», сервис налоговый. Здесь забьете все данные, которые вам необходимы.
и сразу вы увидите свой номер налогоплательщика. Ссылку оставлю в описании на этот сервис, чтобы вам было проще. Следующий пункт – это идентификация. Нам нужно подтвердить наши паспортные данные. Если вы регистрируетесь по своему основному, значит, российскому паспорту, паспорту гражданина РФ, выбираем этот пункт. Здесь вводим наш номер, серия, номер паспорта и дата выдачи. Если вы выбираете какой-то другой инструмент, то вводите также его данные. Если водительское, то номер водительского удостоверения, срок его истечения. Но, как видите, нам брокер пишет, что предоставьте один из приоритетных типов во избежание задержки открытия счета. Я думаю, никто не хочет, чтобы ваш счет задерживали его открытие, поэтому выбирайте паспорт национальный и вбивайте все стандартные данные. Следующий пункт у нас трудовая деятельность, это занятость. Мы выбираем. Вот на этом пункте хочу остановиться поподробнее. Лучше всего указать честно, какое у вас на данный момент положение. Я, честно признаюсь, мне пришлось оформить самозанятость. Это новый налоговый режим, но даже он здесь у нас уже присутствует для граждан России. Вот такая есть форма, которую мы можем указать. В противном случае мне нужно было бы указать безработный, и, возможно, брокер отказался бы мне открывать брокерский счет. Поэтому я перестраховался и все-таки указал тот налоговый режим, в котором я сейчас существую. Если вы работаете на обычной работе, выбирайте наемный сотрудник. Я думаю, что большинство именно на такой позиции работает. Здесь мы ставим «нет», ничего не выбираем. Занятость, вбиваем название вашей компании. Любая форма может быть, просто узнайте, посмотрите на сайте компании или, может быть, в трудовом договоре у себя посмотрите, как правильно называется ваша контора. Страну, где вы работаете, предположительно это Россия, так и указываем. Адрес работодателя, адрес, строка 2, все по аналогии указываем абсолютно так же, как было в данных ваших личных персональных. Сфера деятельности указывайте, в какой сфере деятельности вы трудитесь, финансовый брокер, дилер, например, должность, и тут нам предлагается выбор. Если вы не находите должность, на которой вы работаете, то выбирайте максимально похожий вариант. Вполне возможно, что у вас что-то может не совпасть, но это не проблема, потому что в случае чего через поддержку можно будет подтвердить легко и просто все те документы, которые вы укажете здесь. Источники благосостояния. В данный момент я выбрал наемный сотрудник, и это значит, что здесь уже предварительно выбран пункт заработная плата. Но мы также можем дополнить его какими-либо дополнительными источниками заработка. Например, это пособие, наследство, процентный дивидендный доход с бумаг, ну и другие источники. Если другое, то так и указывайте здесь. Если вы, например, занимаетесь съемками на YouTube, так и указывайте здесь блогер на YouTube, да, можно там свою тематику указать. Но помните, что здесь есть ограничения по количеству символов, количеству того, сколько вы можете тут написать всего. Видите, вот уже закончилось. Поэтому максимально коротко, сжато и понятно. Потому что вашу заявку будут рассматривать русские специалисты, которые говорят на русском языке, и все им должно быть доступно объяснено. Давайте вернемся немножко на полшага назад и выберем здесь, к примеру, самозанятый. Там я выбрал какие-то данные, но здесь у нас, видите, можно теперь убрать вот эта заработная плата. У вас фактически ее нет фиксированной, поэтому можно выбрать ее и какие-либо дополнительные источники дохода. Я, когда оформлял свою заявку, я убрал заработную плату, поставил другое и указал здесь все те источники, которые я использую. Они не относятся ни к одному из перечисленных вот в данном списке. Далее переходим. Информация о счете. Базовая валюта счета. Выбираем, какая будет базовая валюта счета. Это будут либо рубли, либо доллары. Это ни на что, в принципе, не влияет. Единственное, вы должны указать эту базовую валюту, когда будете подавать уведомление в налоговую Российской Федерации об открытии вот этого брокерского счета. Про это я расскажу в отдельном видеоролике.
Так что подписывайтесь на канал и ставьте лайки, комментарии, пишите, что вы хотите тоже узнать еще про брокера Interactive Brokers. Итак, секретные вопросы. Ну, тут понятно, вы выбираете все, что самое подходящее для вас. Выбирайте ответ, обязательно запишите все те ответы, которые вы здесь дали по этим вопросам. Я сделал это и на бумажке, и в электронном виде, везде, в общем, посохранял. Так, нажимаем продолжить, нам не дает продолжить, потому что мы тут вот кое-что не указали. Далее. На следующей странице указываем данные. Телефон подтверждать пока что нам не обязательно. Указываем тип счета наличный. Чистый доход в долларах. Тоже максимально честно отвечайте. Если какие-то проблемы возникнут, пишите в комментарии. Инвестиционные намерения и намеченная цель торговли. Выбираем все то, что считаете нужным. Следующий пункт — торговое разрешение и опыт. Здесь мы двигаемся вниз и выбираем среди акций опыт вашей работы с этим инструментом. Тоже указывайте максимально честно. Не могу сказать, что тут можно как-то слукавить, но можете, конечно, попробовать. Я вас в этом остановить не могу. Число сделок в год, ну, пускай будет таким. Хорошие знания. Я думаю, что ограниченные знания и нет знаний выбирать тоже не стоит, потому что у брокера могут возникнуть сомнения, опять же, по поводу того, а стоит ли открывать вам брокерский счет. Тут можете указать уровень чуть выше, чем тот, который у вас имеется на данный момент. В любом случае, подтверждать его никак вам не понадобится, тесты никакие сдавать вам не будет нужно, поэтому указываем хорошие знания и все окей. Здесь можно добавить дополнительные продукты, облигации, фьючерсы, опционы и так далее. Я выбрал пока что только акции, и этого вполне себе будет достаточно. Потом я смогу добавить эти инструменты при необходимости. Валюта у нас тоже по умолчанию стоит. В этом пункте нормативной информации мы оставляем все как есть, если вы не имеете 10 и более процентами какой-либо публичной компании. Разрешение счета программ повышения доходности тоже не обязательный инструмент, он позволяет вам давать свои активы в пользование брокера, но вознаграждение за эту операцию не слишком большое, а риски все-таки превышают доходность, которую вы можете получить, используя этот инструмент. Поэтому не рекомендую, конечно, здесь ставить галочку и становиться участником этого. Но если вы все-таки хотите решиться и попробовать, что это такое, дополнительно заработать, то, пожалуйста, останавливать вас я в этом не буду. Как вы нас узнали? Статья пускай будет, блок Квант. Нажимаем «Продолжить». Нас брокер спрашивает, не хотим ли мы программу повышения доходности подключить еще раз. Нажимаем твердое «Нет». Итак, продолжаем. На следующей страничке нас ждет подтверждение нашего налогового резидентства. Здесь мы должны указать, проверить все свои данные, право на налоговые льготы. Я подтверждаю, что являюсь резидентом указанной ниже страны в рамках налогового соглашения между этой страной и США. Нажимаем галочку здесь и выбираем страну Россия. У США с Россией есть соглашение об избежании двойного налогообложения, поэтому обязательно поставьте эти данные, чтобы потом у вас не возникло с этим проблем. Далее во всех пунктах ставим «Согласен». И оставляем здесь свою подпись. Мы должны просто-напросто повторить то, что здесь написано. Это будет являться нашей подписью. Итак, нажимаем «Продолжить». Также нам необходимо будет подписать все те соглашения, которые нам подсовывает вот здесь брокер. Я рекомендую все это сделать, чтобы тоже не иметь никаких проблем вам. Опять же, подпись. Все совпадает. Продолжаем.
Все, наша заявка заполнена. Брокер сразу же вам рекомендует подтвердить номер телефона. Это можно сделать. У меня лично это сразу не получилось, потому что просто не приходило сообщение. Но потом, через время, когда заявка уже была подтверждена, когда я смог зайти в личный кабинет, я подтвердил свой номер телефона, и никаких проблем дальше не было с этим. И также брокер рекомендует вам сразу пополнить свой брокерский счет для ускорения обработки заявки, потому что он пишет, что заявки с профинансированным счетом обрабатываются в первую очередь, то есть есть определенная приоритетность в этом отношении. Тут могу сказать, что да, действительно вы можете пополнить счет, тут вам приведут рекомендации, как это можно сделать, в какой валюте. Этот вопрос мы также будем обсуждать в отдельном видеоролике на моем канале. Спустя какое-то время брокер на этой страничке попросит вас добавить некоторые документы. Это вот, нужно будет загрузить документ, не паспорт, а какой-нибудь дополнительный документ. Это могут быть водительские права, если вы регистрировались на паспорт, или и наоборот, если вы указывали водительское удостоверение первоначально, то вы сможете на этой страничке воспользоваться паспортом своим, чтобы подтвердить свою личность, так как нужно 2 документа вам 100% понадобится для того, чтобы оформить этот брокерский счет, подтвердить все данные. Также предоставить документ для подтверждения адреса проживания. Ну, тут можно использовать тот же самый паспорт, либо выписку с банковского счета. Вот здесь вам предлагаются те варианты, которые можно использовать. Я использовал выписку с банковского счета Тинькофф. Как только вы все документы загрузите требуемые, вам остается только ждать изменения статуса вашей заявки на открыт счет или не открыт счет там по каким-то причинам. Если что-то будет у вас не получаться, то пишите об этом в комментариях, будем разбираться в каждом кейсе отдельно. Даже интересно, по каким причинам могут отказать в открытии счета. Если вы все делали правильно, то успех гарантирован. Вот такой получился видеоролик про открытие брокерского счета в Interactive Brokers. Я думаю, все досконально разжевал, показал на своем примере, как это работает. Следующим роликом про Interactive Brokers будем разбирать, как подать правильно уведомление в налоговую о том, что вы открыли брокерский счет, потому что это является с недавних пор обязательным условием при открытии брокерского счета в любом зарубежном брокере, не только Interactive Brokers. Поэтому помните о том, что если вы хотите открыть брокерский счет в стране, не в России, вам нужно будет отправлять уведомление в налоговую, что вы открыли счет там. Все счета вам нужно будет перечислить. Всем спасибо за просмотр этого видеоролика, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии и вопросы по поводу открытия брокерского счета в Interactive Brokers. Всем спасибо и пока!